самом деле атмосфера МТА уже куда-то исчезла на этом конкретном турнире. И я даже не только по себе так сужу, а просто по вайбу остальных команд. Просто чувствуется, что люди приехали сыграть еще один турнир. И да, безусловно, там на Егисе пишут ники. Но нет ощущения, как бы, что это уже огромное событие и праздник Доты какой-то. То есть приехали сыграть турнир, посмотрим. Глеб, как дела вообще твои? Мои? Да. Хорошо все. Как спалось тебе? Ужасно, ты храпишь и стонешь во сне. Просто как стонет обычный мужчина. Ну, типа того. Плохо спится, плохо спится. Ты еще и кондиционер включаешь на горячее. Как ты поспал, расскажи. Отлично, я поспал часов 9, наверное. Часов 9? Все, не сидим на завтраке, и Данек просто Штормера говорит: Good morning. Знаешь, четко выговаривая R. Good morning. Was you commenting this game? No. I'm only gonna comment the next ones. Какие впечатления после игры? Хорошие. Хорошие? После второй игры хорошее впечатление? Нормально. У Толина там пиздец впечатление. Толина... На самом деле я знал, что мы не пробьемся 25. Я говорю, играешь, надо играть на 25. Когда 21. Так если что, когда вы говорите глобазу, дайте мне вообще похуй. Я качаюсь на субботе все это время. Предатор тоже были. Есть играли? Первый. Есть играли? Там тоже земля была. Стрелял. Но Олега взял. Мы дальше выиграем. Сейчас next игру мы будем ебать жопой. Жопой? Против кого играем? Вот Фликот не играем. Что, против Ликвид мы кого играли много? Да, мы с ними хорошо играли. Хорошо играли? Да, мы выигрывали большинство игр. Но они знают много штук. Там Саня заходит, на первый патч умирает. Как погода сегодня? Настроение? Я сегодня просто поспал 9 часов, сделал зарядку и такой, блядь, сегодня еще у меня наконец-то трусы появились, так где руки. У Данька, короче, не было стирки, если что. Мы приехали, он закинул все шмотки в стирку, и первый день как бы... Я 4 дня без трусов. Такая вот темка включалась. Закончился сегодня день. Закончился, ну, для нас точно не очень позитивно, потому что, ну, точно хотелось больше. Вот с Ваньком тут стоим. Сейчас подведем для вас итоги дня. Собственно, что, Ванек, давай по картам пройдемся. Стандер Авакин. Первая какая-то прям слишком легкая была. Было? Да, первая игра, играем против слабой команды. Выиграли первую игру легко, второй было чуть труднее. Во второй, кстати, счет 12-0 был. Не было какого-то такого ощущения, что... Или была уверенность все равно в драфте? Да, мы играем против слабой команды, но всегда есть ощущение, то, что ты выиграешь. Следующую серию играли против Liquid, проиграли закономерно. Против сильной команды. Что по мапам скажешь? Первой, ну, типа, вот чуть подробнее. Да, ничего не могу сказать. Ну, вот драфты, там... Просто отсосали мы, просто 2-0. Все. Грустная история, но какая есть. На завтра есть какие-то у тебя пожелания самому себе, команде, может быть? Сыграть как люди, хотя бы в одной игре, было бы классно. Все, увидимся с вами уже в завтрашнем дне. Покеда.
Я думал, он просто шутил. Мы всегда очень уверенно играли и играем против этой команды, но на прошлом турнире мы сыграли 2 плохие игры против них и проиграли. Возможно, после этого, но для меня ничего такого нет. Мы плюс-минус понимаем, что это нормально сейчас герой, возможно, его иногда можно пикать, но не думаю, что они его использовали так, как его надо использовать. В принципе, возможно, удивил, но никаких проблем с ним не было. Вот тренера снимайте, пусть он ревью по игре скажет. Максим. Колян, что по игре скажешь? По серии. Я думаю, челам было похуй. А мы просто мстили за Бали Мейджор. Все. Респект. Хороший год. А че на похуй на игру? Да, это правда. Не, бля, парни, чел просто Сказал КГ мне. реально. Там Ванек вопрос. Правильно сделал, хорошо. Правильно. Нет, точно надо было что-то написать, точно. Я вот думал. Ты самая культурная из всего. Так не, падну не культурно. Чтобы у нас еще, блядь, бесплатно. Пиздец накидал еще. Пиздец, блядь. Я ему хотел написать time to get retired second time. Это было очень давно. Пиздец хуёво посев, что мы либо с Entity, либо с пандами теперь. Да. Так у нас Так это изначально так по группе было. Сань, ты идешь лифт держать? Сегодня мод Ясно, ебашили челов, без шансов. Сегодня в каждой игре мод ряд. Может, мне всегда надо злым быть, я просто пиздец. А вы говорите, что я драму всегда делаю. Мы еще ЦК берем, вот это у нас ультимативный лайн. Да нет, челы на самом деле им похуй, они оставляют мид правила. Парень, вот если мы дойдем до Трусайда, вот там будет прикольно вот с камерой улететь. С Трусайта? Бля, ебать там кринжа. Ебать будет кринж, реально. Просто, блядь, Трусайт. Я могу, кстати, на сайт. На финал дойти, потому что Трусайд Сань, конечно, очень крутой, Сань, а Тундра вышел. В том-то и дело. Автографы после. На, затянись. Надо затянись, вот качественно. Люди курят, а я тебя... А ты против системы. А я ты против тоже системы, я вот курю. полезную еду ешь. Как это называется, это? M&M's? Как? M&M's. И ты где сейчас находишься? Вот флаг. Давай, скажи с американским акцентом. Вот какой флаг висит? Американский. Я тебя не сказал на русский лад. Я тут могу нормально сказать, как американец. In order, please. Почему тогда в очереди говоришь с супер американским акцентом? I would like to order. Потому что я с реальными людьми I would like to order. Не знаю. Возможно, кому-то принципиально, но мне лично пофиг. Конечно же, в каком-то плане тоже их на место можно было поставить. Я думаю, они и так понимают, что мы намного сильнее команда, чем они. И сейчас это не важно. Просто непонятно, почему вот у нас 2 группы с СНГ командами, и они друг на друга выходят. Возможно, это такой полурандом. Но было бы лучше, наверное, если бы СНГ на СНГ не пало, чтобы чем больше команд было дальше на этом турнире, мне кажется, потому что все СНГ команды плюс-минус в нормальной форме, и мы можем чуть ли не увидеть финал СНГшный. Всем привет! Сегодня играем против Панд. Наше самое принципиальное дерби, уже задолбались играть против них. Ну оно даже ладно. Оно не самое принципиальное, но вот просто самое частое. Вообще не соваки. Так, ты хорошо, вообще нормально. Гони, Рома. Алхимик в конце концов Primal Beast'а должны будут забрать здесь. Нет у него возможности выкупиться. Врывается Рамзес, пытается убить Кентавра. Но как же мало урона. Ну, все. Или не все. Ладно, забрали Кентавра по итогу. Минус Скайврес Мейдж. Будет ли попытка выкупиться? Выкупается Скайврес Мейдж. А чем убивать? Чем убивать Луну? Теперь большой вопрос. Да. Поэтому, судя по всему, будем тут наблюдать нападение от Рона.
Потому что Сатаник все Nightfall еще никуда не уйдет. Nightfall никуда не уйдет, и он будет здесь стоять, он будет здесь до конца. Трон падает. Есть. Это пиздец, это Виталий Мельник. Это Глеб тоже. По кому? Все был Он просто орет. Он просто орет с него. Интересный способ сдаться. Кто-то шмотки ломает, да, кто-то в амулет встает, а кто-то от терзателя без байбека умеет. Но мы даже финальной драки не увидим здесь. Или увидим, подожди, тут сейчас... Да некому драться, демеджа нет, просто бьет Трон, Рамзес. Я пытаюсь похайпить, бро. Давай. Ладно, ты прав, конечно, тут хайпить не на чем. По сути, ребята идут сразу в Трон, немножко нагло, но Lone Druid приобретает БКБ. Ролл готовится. Бараки, кстати, не упали, если что. Если Трон не упадет, то банды ничего не приобретут с этого. Попытка забрать быстро в Рейс Кинга, но это в Рейс... это Титан, извините, пожалуйста. В Рейс Кинг тут пока не успел подойти. Забрали Леху, у которого нет байбека. Попытка убить маленького медведя. Лина прыгает, использует стан. Попытка забрать Вингу. Винга без байбека, если ее заберут, возможности появиться у Винги не будет быстро. Падает вторая Т4 вышка. Ребята начинают фокусить Трон. 1-1. Базовый 1-1. Чё? Let's go на третью. Очередной плей. Или нет. Или пробую. Бараки в топе. ГДС. Клиера. Есть ГДС. Нет глифа. И это мега-крипы. Nightfall рифтует здесь, кажется, Свена. Пытаются забрать его. Дэмэджа много. Но Свен нажимает. ГДС начинает жестко отхиливаться. Пьюру плохо. Врейскинг теряет реинкарнацию. Пьюр погибает. И Рамзес, по-моему, здесь просто неостановим. ГПК пишет ГГ. И это 2-1 в пользу команды Пан. Большие молодцы. В целом удовлетворительно. Просто отдали серию ликвидам. Из-за этого не смогли побороться за первое место в группе, чтобы выбрать себе оппонента. И вот играли против Пант. Нормально, мы просто в поиске своей игры в группе были. Много выводов старались сделать даже после поражения с ликвидами. И я думаю, нам это помогло. Просто вот сегодня чуть не хватило. Формат отвратительный. Наверное, для зрителей это намного лучше, потому что им не приходится сидеть и смотреть на бесконечное количество матчей в группе. И все это быстрее немного происходит. Уже сразу 3 дня, и сетка плей-офф там готова. Но для участников турнира это абсолютно неприемлемый формат. Просто турнир из-за этого не ощущается даже интернешнлом, потому что это всегда был такой марафон доты, праздник доты, где из групп приходилось выходить сильнейшим командам и действительно доказывать свою силу, сыграв большое количество бо-2 матчей. И здесь же тут просто все не выглядит как какой-то... Ну, это не совсем, что ли, объективно. То есть ты сыграл группу на 5 команд, это 4 бо-2 матча. Дальше ты играешь в любом случае даже с 4-го места. Ты играешь за верхнюю сетку. Ну, это неправильно. Было бы логичнее как-то немного по-другому построить формат турнира. Хотя бы там, не знаю, что первое место группы напрямую выходило, там, не знаю, 2-е, 3-е место между собой играло за верхнюю или что-то такое. 4-е, там, не знаю, 5-е или 4-е, чтобы вылетало. Или чтобы 4-е там сразу падали в лузера. Но можно было что-то придумать получше. Это еще бесит огромные задержки, то есть между сериями, то есть между играми. Вот сейчас нам придется ждать на Интернешнале там 5 дней или 6 вообще до следующего своего матча. И на 6-й или через 6 дней мы будем играть. В случае победы в первой серии будем играть сразу же вторую. Как-то странно очень. То есть, а потом те, кто выходит в топ-8, они опять будут ждать чуть ли не неделю. Это же вообще абсурд. То есть
не ощущается, то есть International как турнир именно праздником доты, когда было ее много, и когда ты должен был доказывать вот в рамках турнира, что ты лучшая команда в мире, что ты готов. Здесь может поменяться все, через неделю вообще на раз-два. Первую игру я со стороны смотрел, думал, мы ее в любом случае выиграем, хотя мы там ошибались. Но в любой ситуации, где игра равная, и ни у нас, ни у них нет какого-то большого преимущества, в любом случае она больше в пользу нас. То есть я бы не сказал, что мы полностью контролировали игру, но как минимум нам было проще в ней победить, и мы выиграли. Потому что нам было легче играть намного, чем им. А во второй, третьей игре там ошибки по драфту, ошибки в банах были небольшие. И все вот сноуболом определенным так произошло. Еще со стадии драфта, потом лейнинг. Мы просто не смогли даже найти свою игру, как-то показать достойное сопротивление. Потому что это, по сути, обе игры прошли полностью под контролем оппонента, и шансов было немного. Но конкретно нам, я надеюсь, это будет в плюс, потому что мы сейчас не в лучшей форме даже по драфтам, и не до конца уверены в том, что мы делаем на драфте и по игре. Поэтому для нас это больше время, за которое мы сможем стать лучше потенциально. А для команд, которые хорошо играют, я думаю, это в минус, потому что у остальных оппонентов будет больше времени к ним подготовиться, будет больше возможностей найти там ответы или как-то и по драфту, и по игре. Поэтому в целом не должно быть таких долгих турниров, таких ланов. Лан, он на то и лан, что он должен проходить за какой-то ограниченный промежуток времени, и в этот промежуток времени не должно быть больших пробелов. То есть люди должны приехать на лан и играть дот. Там, с перерывом в день, максимум 2. Но чтобы были там 5-6-дневные перерывы, потом еще неделю, это все очень плохо. Да, просто больше играть паблики. Возможно, если будут оппоненты, поиграем КВ. Я вообще без понятия, будут ли здесь команды играть КВ, они будут. То есть, не знаю, сейчас у всех перерыв, там 5-6 дней. Посмотрим. Надеюсь, просто хотя бы там пабликов много поиграем, много чего обсудим с нашей групповой стадии, с наших игр даже против Пан сегодня. И постараемся просто найти более уверенные стратегии для себя и просто найти свою игру.